Привет, Арми. Влог Тэхёна, снятый на Гавайях, теперь доступен, и при ближайшем рассмотрении становится ясно, что видео не требует специального монтажа или выделения отдельных моментов для привлечения внимания. Каждая сцена служит определенной цели, и сохраняется ощущение непрерывности, благодаря чему 5 минут кажутся завершенными и хорошо использованными. Никакие слова или моменты не кажутся лишними, все представлены естественно, что делает видео легким для понимания и приятным для широкой аудитории. На протяжении всего влога Тэхён выглядит спокойным и расслабленным, что не всегда очевидно. Его выражение лица, улыбка и взгляд в камеру передают стабильность и контроль над ситуацией. Речь идет не просто о привлекательном образе, речь идет о властном присутствии, которое естественным образом привлекает внимание зрителя. Отношения между Тэхёном и Чингуком кажутся естественными, нет никаких натянутых сцен или видимых попыток показать что-то, что не происходит спонтанно. Для поклонников Тэкука эта динамика очевидна, они делят пространство, время и комфорт вместе. В видео чувствуется доверие и взаимопонимание, отраженные в мелких деталях и в том, как они взаимодействуют с окружающей средой и людьми вокруг. Ключевой аспект этого видеоблога – то, как Тэхён наслаждается своим свободным временем. Его окружают близкие друзья, люди, которые хорошо его знают и позволяют ему быть самим собой без всяких ограничений. Эта обстановка напоминает настоящую семью, пространство, свободное от внешнего давления, и именно это делает такой контент таким ценным, он показывает более стабильную и подлинную сторону жизни. Голос Тэхёна всегда сопровождает сцены в видео, он остается чистым и приятным, слышать, как он поет за рулем, не кажется надуманным, это похоже на обычное явление. Эти простые сцены делают видеоблог понятным и близким. Видеоблог не пытается произвести впечатление, он просто показывает опыт таким, какой он есть. Также есть моменты, демонстрирующие физическую активность и отдых на природе. Тэхён снова без преувеличения демонстрирует свои спортивные способности, даже в сценах, где он появляется без рубашки. Этот видеоблог выполняет свою главную задачу – показать настоящий отдых, приятные путешествия и спокойную жизнь. Тэхён предстает как человек, который естественно делится повседневными делами и моментами, не нуждаясь в излишних объяснениях. Для поклонников Тэкука этот контент кажется понятным и простым, без необходимости навязывать смысл. Это прямолинейное видео с четко определенными ключевыми моментами и спокойным, серьезным тоном, позволяющее зрителям понять происходящее, не испытывая чрезмерных эмоций. Последняя прямая трансляция Тэхёна была короткой, всего около 16 минут, но этого было достаточно, чтобы передать несколько четких сообщений через то, что он сказал, и особенно через то, что он показал, без лишних объяснений. Трансляция была расслабленной, сосредоточенной на том, чтобы поделиться простыми моментами со своими зрителями. В эфире Тэхён порекомендовал фильм «Кэрол», всемирно известный ЛГБТ-фильм, рассказывающий историю любви двух женщин, сталкивающихся с давлением общества и ограничениями окружающей среды. Фильм изображает отношения, построенные на уважении, терпении и необходимости любить искренне, даже когда это сложно. Британский институт кино признал «Кэрол» лучшим ЛГБТ-фильмом всех времен, а BBC – одним из лучших фильмов 21 века, что подчеркивает культурное влияние и важность этого произведения. Рекомендация была прямой, без долгих объяснений, и многие понимают, что Тэхён часто выражает свои взгляды и чувства через искусство, которое он смотрит и рекомендует. Поэтому упоминание этого фильма с его мощным посланием любви и свободы не осталось незамеченным. С тех пор многие фанаты переосмыслили отношения Тэхёна и Гука не как явное заявление, а как естественную интерпретацию в контексте, который Тэхён создал за это время. Отношения между Тэхёном и Чингуком, как их многие понимают, не зависят от постоянных публичных появлений. Скорее, они основаны на небольших жестах, схожих предпочтениях и повторяющихся отсылках на протяжении многих лет. Тот факт, что их редко видят вместе, не означает автоматически, что что-то изменилось. Отсутствие публичного взаимодействия часто связано с работой, имиджем группы и правилами компании. Тэкук, возможно, сейчас не появляется на публике, но это не стирает связь, которую многие фанаты по-прежнему признают. С этой точки зрения, их связь сохраняется в тихих, неизменных деталях. Тэхён также упомянул, что выпил и съел 2 бокала хайбола, простое замечание, которое для некоторых фанатов имеет значение.
Известно, что Чингук любит этот напиток, и подобные совпадения часто интерпретируются как естественный кивок, а не как спланированное или преувеличенное сообщение. Прямые трансляции Тэхёна не ставят целью что-либо подтвердить или опровергнуть. Его манера общения ясна, проста и соответствует его стилю общения. Благодаря рекомендациям фильмов, повседневным комментариям и непринужденной атмосфере он предоставляет достаточно информации, чтобы многие могли сделать выводы на основе собственных наблюдений. Для поклонников Тэкука такие моменты имеют большое значение, они не требуют громких заявлений, достаточно просто наблюдать, слушать и связывать факты воедино. Прямые трансляции короткие, но оставляют ясное и сильное впечатление, особенно для тех, кто внимателен к деталям. Наблюдать за Тэхёном и Чингуком вместе – это не просто развлечение, это также открывает возможность наблюдать за особой динамикой, которая возникает, когда они находятся рядом. Между ними ощущается особая энергия, не требующая словесных объяснений. Язык тела, как постоянная форма общения, часто передает больше, чем слово. В контексте отношений Тэхёна и Чингука этот язык тела проявляется в небольших, повторяющихся движениях, спонтанных прикосновениях, одновременном смехе или синхронных, спонтанных реакциях. Танцы без репетиций, совпадение ритмов и зеркальное отражение физических реакций друг друга демонстрируют уровень комфорта, который обычно возникает только при сильной связи. Ничто из этого не кажется натянутым, это часто происходит даже тогда, когда они не находятся в центре внимания. Отсутствие публичных моментов не обязательно указывает на личную дистанцию. В структурированной индустрии многие взаимодействия регулируются графиками, концепциями и внутренними решениями. Тэкук может не демонстрировать свои отношения открыто, но связь все равно узнаваема благодаря тонким деталям, повторяющимся жестам и устойчивым моделям взаимодействия. Многие поклонники на протяжении многих лет наблюдали закономерность, небольшую, но неизменную, в том, как они смотрят друг на друга, ищут взгляды друг друга или прикасаются друг к другу, не задумываясь. Эта закономерность проявляется в самых разных ситуациях – перед камерой, на сцене или в присутствии других людей. Похоже, она не вызвана какими-либо внешними обязательствами или требованиями. Именно эта естественность выделяется больше всего, потому что она сохраняется, даже если нет явной выгоды от ее демонстрации. С этой точки зрения, отношения Тэкука строятся не из одного-двух отдельных моментов, а из накопления последовательных жестов с течением времени. Именно это повторение заставляет многих поклонников воспринимать их связь как прочную, даже если она никогда не выражается явно. Короче говоря, то, что мы видим, определяется не одним событием, а целым рядом деталей, которые, рассматриваемые вместе, формируют ясную и понятную картину. Ключ кроется в том, как они взаимодействуют, когда не играют роли, как они естественно реагируют друг на друга, и как эта закономерность единения сохраняется, несмотря на постоянно меняющиеся обстоятельства. Для поклонников Тэкука всего этого достаточно, нет необходимости добавлять посторонний сюжет или вырывать интерпретации из контекста.